Привет, друзья! Меня зовут Анна Тюмерова. Сегодня мы с вами встретились для того, чтобы сделать вот такой вот роскошный букет из тюльпанов. Весенний, красивый, яркий, насыщенный. Делается он очень легко, очень быстро, и я уверена, эта техника вам тоже понравится. Поэтому обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались. Думаю, каждый из вас уже подписан, если вы меня смотрите и продолжаете смотреть. Уверена, что этот букетик вам тоже понравится. Давайте начинать делать такую красоту своими руками. Зовите своих подруг на чашечку чая и мастерите вместе со мной. Для изготовления этого букета я беру 5 оттенков гофрированной бумаги: белый, ярко-желтый, вот такой вот фиолетовый, темно-зеленый и ярко-зеленый. Букет я в этот раз буду собирать вот в такую вот коробочку с такой красивой крышечкой и сердечками. В принципе, крышка мне не имеет никакого значения, важна сама коробка. Коробка у меня шириной 19 сантиметров, а высота коробки 12,5. Вот такого размера коробку я беру для данной композиции. Для того, чтобы заполнять эту коробочку, мне нужен будет кусочек пенопласта. Он у меня такой, который умещается в эту коробочку. Мне нужно будет 2 таких кусочка высотой по 5 сантиметров. Декорировать букет буду вот такой вот атласной лентой шириной 5 сантиметров. Она у меня по цвету той бумаги, которую я беру. И мне понадобятся самые базовые инструменты. Это термопистолет и ножницы. Начинаю изготовление с того, что делаю основу. Сверху я беру красивый кусочек пеноплекса, абсолютно целый, а вниз, для того, чтобы сделать объем и поднять кусочек повыше, я беру 2 таких маленьких кусочка. И беру небольшой кусочек гофрированной бумаги для того, чтобы полностью этот пенопласт обернуть. Растягиваю гофрированную бумагу руками. Внутрь вставляю 2 этих кусочка пенопласта. Склеиваю 2 этих кусочка с верхним куском пеноплекса, чтобы они у нас не ерзали и были удобны для работы. И теперь полностью оборачиваю этот кусочек гофрированной бумагой. Получается вот такая основа, полностью обернутая гофрой. Со всех сторон пенопласта у нас не видно, и он не будет мешать и летать. Теперь беру коробочку. У этой коробочки крышку я ставлю в самый низ под коробку. И внутрь этой коробки я вставляю кусок пенопласта. Вот таким образом. И уже в эту основу мы будем собирать букет. И для того, чтобы было из чего собрать этот букет, нам нужно сделать цветочки. Отрезаю гофрированную бумагу желтого цвета шириной 5 сантиметров, а длиной примерно 2-3 сантиметра. Небольшой такой отрезок. Этот отрезок на 2/3 я делаю вот такие надрезы для того, чтобы сделать тычинки. Прокручиваю их между пальцами. Цветочки буду делать на проволоке, поэтому беру проволоку примерно толщиной 0,8 мм для каждого цветочка. Длина моей проволоки 15 сантиметров. И беру зеленый фетр для того, чтобы делать фунтики. Теперь наношу термоклей. Беру проволоку, проволокой размазываю клей и приклеиваю тычинки на эту проволоку. Получается вот такая серединка для цветочка. Следующим этапом беру гофрированную бумагу уже такого сиреневого цвета и отрезаю полоску, равную 7 сантиметров. Из этой полоски мне нужно сделать надрезы по 2 сантиметра. Для одного цветочка мне нужно 6 таких заготовок. Все 6 заготовок я складываю друг на друга, снизу я немножко убираю уголочек, а кверху я их заостряю. То же самое делаю с другой стороны, снизу убираю уголочек, кверху заостряю. Получаются вот такие заготовки для лепестков. Их я растягиваю посередине и немножко к низу. Можно сделать все 6, но я не люблю сразу по 6 штук, максимум по 2. Так лепесточки получаются более красивые. И после того, как у меня готовы все 6 лепесточков, я беру первый лепесток, по самому низу наношу термоклей и приклеиваю слегка под углом, так чтобы объем цветочка сохранялся. Беру следующий лепесток, по низу также наношу термоклей и приклеиваю его рядышком с первым лепестком. Получается вот такой объем внутри цветка. Теперь третий я приклеиваю так, чтобы закрыть первый и второй лепесток. И сейчас получается вот такой цветочек. Внутри у нас немножко виднеется желтая серединка, и первый круг лепестков мы уже сделали. Теперь беру следующий лепесток и приклеиваю уже вторым рядом. Приклеиваю следующий ряд между лепестками первого круга. Не старайтесь их слишком прижимать плотненько к самому цветку, пусть они приклеиваются объемно, и получается сейчас вот такой цветочек. Теперь этому цветочку нужно сделать ножку. Для этого беру полоску гофрированной бумаги темно-зеленого цвета, ее растягиваю и под цветочком наношу термоклей. И к этому клею уже приклеиваю
приклеиваю эту полоску. Аккуратненько перехожу на сам ствол. Наматываю примерно сантиметра 3 и конец фиксирую к проволоке. Получается вот такой вот готовый цветочек. Таких цветочков мы делаем разных вариантов. И для данного букета я решила сделать фиолетовые цветы и белые. Каждый цветочек нам нужно обернуть в юбочку. Для этого я беру фетр зеленого цвета и делаю такие заготовочки примерно по 8 на 8 сантиметров. Не делаю слишком большие. Мне хочется, чтобы они виднелись не слишком сильно. Складываю его таким образом. У меня получается 8 примерно на 7 сантиметров. Такие небольшие прямоугольники. Эти прямоугольники я складываю так, чтобы виднелся каждый уголочек. В середку наношу термоклей и приклеиваю вокруг цветочка. Так я обклеиваю каждый цветочек юбочкой, так, чтобы он не поднимался слишком высоко, чтобы примерно 1/3 цветочка у меня будет закрываться этой юбочкой. За счет этого этапа, того, что мы уже сейчас делаем зелень вокруг цветочка, очень упростится изготовление самого букета, и листочков потом нужно будет гораздо меньше. Так я делаю каждому цветочку такую красивую юбочку из фетра. Приготовила нужное количество цветочков, здесь у меня 22 белых и 31 фиолетовый. Теперь я беру коробочку и начинаю собирать эти цветочки в эту коробку. В разброс в разных местах, как мне хочется, чередуем белый и фиолетовый. По краю я цветочки ставлю глубже, а посередине чуть-чуть повыше. И получается сейчас вот такая коробочка с тюльпанами. Теперь каждый цветочек мне нужно зафиксировать. Я вытаскиваю из основы, на кончик наношу термоклей и вставляю его обратно в основу. Проделываю эту процедуру абсолютно с каждым цветочком. При этом соблюдаем высоту, чтобы в середке они были чуть-чуть повыше, а с краю чуть-чуть пониже. С края можно прям до самой основы вставлять. За счет того, что мы сделали фунтики из фетра, зелени нужно немного и основы практически не видно. Но для того, чтобы ее не было совсем видно, мы все эти промежутки закрываем либо листьями, либо еще фунтиками. Я решила задекорировать этот букет листьями, поэтому сделала множество листьев из двух оттенков гофрированной бумаги, из темно-зеленой и ярко-зеленой. За счет этого контраста будет эффектнее смотреться сам букетик. И теперь беру каждый листочек и приклеиваю его на капельку клея к тем фунтикам, которые у нас уже есть между цветами. Так распределяю все листья между цветами. Как делать эти листья я уже показывала, поэтому я вам показывать заново не буду. Делается это очень легко. Мастер-класс на моем канале вы также можете найти. Воспользоваться поиском листья из гофрированной бумаги на моем канале Букет Семь.ру ТВ и найдете тот мастер-класс, где я показываю, как их делать. А я быстренько заполняю весь букетик этими листьями. За счет этого будет смотреться наш букет просто изысканно. И все промежутки между фунтиками с внешней стороны мы тоже закрываем этими листьями, так, чтобы основы не было видно. Это очень важный момент. Поэтому листья крепим не только по самому верху букета, но и по краям. И получается у меня сейчас вот такой вот букетик. Зелень я уже везде приклеила, листочки добавила, и осталось в последний штрих завязать ленточку в круговую. Я тут не хочу отслеживать, насколько ровненько она ложится. Мне кажется, даже наоборот, если она будет немножко такая примятая и неровненькая, будет более эффектно это смотреться, потому что лента у меня широкая. Из этой широкой ленты я просто хаотично завяжу бантик. Пусть она будет неровная, где-то будет широкая вот такая, где-то не широкая, пусть она будет разная. Сначала завяжу небольшой узелочек, чтобы ленточка не распускалась. И на этом узелочке завяжу бантик. Концы мы отрезаем. И в результате вот такой букетик у меня и получается. Весенний красивый букетик с тюльпанами. Вот такой вот роскошный букетик у нас с вами получился сегодня на этом мастер-классе. Очень надеюсь, что он вам понравился. Если понравился, то обязательно ставьте палец вверх. Если не понравился, делайте то же самое. Пишите мне свое мнение, свои комментарии под этим видео, свои пожелания, чтобы вы хотели, чтобы я успела заснять для вас в этом 2019 году. И до скорой встречи на следующих мастер-классах. Будем радовать новыми и новыми букетами своих родных и близких. Люблю вас, целую. До скорой встречи. Пока-пока.